Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге и семейных путешествиях. С Новым годом! И это специальный новогодний выпуск, в котором мы переместимся в прошлое и постараемся воссоздать русский Новый год в Аргентине. Приятного просмотра! Сегодня Рождество, 25 декабря. На улице ни души, все заведения закрыты. Но вот здесь церквушка. И очень много людей выходят из вечерней мессы, видимо. 25 декабря главный праздник года для всех католиков – Рождество. Многие аргентинцы не знают, что русские в большинстве своем православные, и наше Рождество выпадает на 7 января. Но главный праздник в году для каждого россиянина, да и остальных русскоязычных – это Новый год. Каждый год 31 декабря мы собираемся за семейным столом, так же как аргентинцы, американцы и все католики 25 декабря, и бурно встречаем Новый год. Этот праздник олицетворяют и создают новогоднее настроение прежде всего снег за окном, зимние долгие каникулы и выходные, украшенная елка с гирляндами, новогодние фильмы «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Один дома» и обязательно советские фильмы «Операция И» и «Ирония судьбы». Последний, кстати, показывают в России с 1976 года под каждый Новый год. Люди знают его наизусть, но это уже просто символ Нового года. Oh Dios mío, qué aburridos vivimos. Hemos perdido el espíritu aventurero. Hemos dejado de subirnos a las ventanas de las mujeres amadas. Hemos dejado de hacer grandes, buenas tonterías. Ay, qué asqueroso es este vuestro áspide pescado. Ну и в саму новогоднюю ночь обязательно должны быть на праздничном столе салаты оливье и селедка под шубой, бой курантов Кремля в 12 ночи и новогодние телепередачи после. Люди гуляют до утра, дарят подарки и водят хороводы вокруг елки. Снежка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Кроме снега, все это можно повторить и в Аргентине, поэтому мы отправились искать ингредиенты для наших салатов. Куда идем? Мы с пятачком. Мы идем в русский магазин «Авоська». Мы идем туда в поисках селедки под Новый год. Хочется сделать селедку под шубой. И я спрашиваю, где можно купить селедку. Одна девчонка мне сказала, что они здесь покупают местную рыбу, то ли мерлуга, то ли макрель, по-моему, мерлуга. И сами ее солят. Но я с рыбой на «вы», поэтому это не наш вариант. Еще сказали, что есть исландская селедка, но как бы она все равно отличается от русской, и плюс сейчас ее тяжело найти, типа непонятно, где ее купить. Здесь есть китайский райончик, типа Чайна-тауна. Вот. В Америке мы покупали для нашего русского ресторана селедку китайцев. Супермаркет «Авоська». Ну, магазин ничем не отличается от где-нибудь в Тольятти или здесь от местного аргентинского магазина. Ничего русского я не вижу. Пиво «Балтика» есть. Вот у нас в Америке было пиво «Балтика». Я его отлично продавал, кстати, американцам. Я работал в русском ресторане и просто втыривал всем. А через 1,5 часа привезут. Ну, не селедка, а скумбрия, но она тоже дойдет. Я думаю, больше здесь ничего нет. Кондитерские изделия будут. Наполеон. Будут коврига, селедка под шубой, сушенка. Селедка под шубой готова уже будет? И каждый вторник привозят. Вот в комментариях аргентинцы спрашивали, что такое творог. Вот можете прийти в этот магазин и попробовать. Рикотты, кстати, перевели, но это не та рикотта, которую вы купите просто в аргентинском магазине. Придите сюда в русский, купите здесь рикотту, попробуйте и поймете, что такое русский творог. Вот, смотри, есть капуста, соленья, где-то еще должны быть огурцы и помидоры тоже. Это все домашнее, кто-то делает, вот продают. Пельмени, хинкали, вареники. Жесть какая. Что русским надо, да? Творог и пельмени, хинкали, вареники. Вот смотрите, как они сделаны. Два вместе скреплены. Здесь творог, а здесь черешня. И подкрашено свекольным соком, да? Да, представляете? Это вот все делают наши, да, вам как бы привозят? Это все сюда? делают наши. Мы жили 4 года в Америке до этого, и вот мы там работали в русском ресторане. Там наполовину была русская баня, наполовину ресторан. 60-70% посетителей американцы. У нас тоже был рай. Ну, он и есть этот Ермак, но он такой... Ермак ресторан, да? Да, он был очень хорошим
районе, когда туда очень много аргентинцев приходило. И, наверное, лет 5 назад. И туда прям вот ходила, там действительно русская еда, борщ, все дела. Они любят очень борщ, это им интересно. Борщ, пельмени, такой, капуста они, конечно, нет. И было очень много народу. Потом они что-то раз и переехали, решили подешевле переехать в Сан-Тельмо. Все, людей не стало. Вот здесь вот до Бельграна они будут ходить, после Бельграна уже туда они никто не пойдут. А вы долго здесь сами? Да, здесь уже долго, 99-го, 20. С 99-го, ничего себе. А почему приехали сюда именно? А была, во-первых, была программа на постоянное место жительства, можно было уехать вообще без проблем, давалась рабочая виза. Это именно Аргентина Да, давала. Аргентина до 2000. И вы выбрали, короче, сюда, я понял. 2004, да прям выбирали мы ее. Мы хотели в Канаду сначала. Про Аргентину же никто ничего не знал, кроме Марадонны. Когда пришли, все нормально, все проходим, да, все, такие профессии нужны нам. Ну, надо по 8 тысяч на каждого. Блин, у нас Долларов, таких да? денег, откуда такие деньги в то время? Да. И я купила аргументы и факты, и там спрашиваю на постоянное место жительства в Аргентину. То есть просто из газеты Из аргументы и газеты факты аргументы и факты, увидели и не знаю, приехали. есть сейчас Офигеть. такая, нет газета? Ну, Есть, такая. по-моему, да. Ну, звоню, он говорит, дай, пожалуйста, говорит, тут нужно вот такие документы собрать. И говорит, вы нам напишите, мы вам отправим. Я написала, думаю, наверное, развод. Нет, Нифига, раз просто с газеты. отправляет, и потом говорит, вот это вот пройдете там. Раз нам звонит, говорит, у вас, говорит, 13 декабря у вас, говорит, собеседование. В консульстве уже, да? Вот. Ничего себе. А мы, говорю, я только не знаю. Он говорит, а не надо, говорит, он говорит на русском. Ладно, приехали туда. Они говорят, ну, чтобы, говорит, не ездили туда и обратно, мы вам сразу визу поставим. Ну, ладно. $35 оплатили. Я все еще не верю, думаю, ну как это так вот быстро, вот так вот нам отпечатки дали. И сразу бумс, эту печать поставили, все, можете ехать. Ничего себе. Покупай билет и лети, да? И мы за $680 Аэрофлотом мы взяли билет и прилетели сюда. И с тех пор туда возвращались, ездили? Да, конечно, ездили. Но о том, почему Аргентина так открыта к эмиграции, уже рассказал в 10-й серии влога. Было очень тяжело. Ну, я Нет. Всем Мы вначале продали тяжело, да. все, что у нас, наверное, все, что было. И когда мы приехали, она нам говорит, а работы здесь нет. Ой, это 99-й, это даже еще и Да. кризис, это 2000-го был, да? 2000-м. И был еще $1 1 к 1. И нас поселили в Бопу, в отеле за $320. Комната без окна. Только вот так дверь. Все. Общий туалет, там все дела. Но там очень было русскоязычно. В основном были это с Украины, с Киргизии, мало русских. Написали себе слова и ходили, ищем работу. Никто, естественно, не берет. И потом у меня муж устроился на работу, как обычно, на стройку. И платили там $30 за неделю, а мне помогли устроиться уборщицей к евреям. Ой, это ужас. У нее детей было 8 человек. Это какой-то кошмар был. В одном месте убираешь, в другом уже все обратно вот такое же. Прям в доме, да? Да. И она все время кричит, давайте быстрее, быстро, давайте, вот это делать. Это кошмар был. Нас было 2. И 10 песо я получала. Еще такие неверующие с этими штуковинами. У них то шаббат, то еще что-нибудь. Это какой-то кошмар был. И вот 10 песо в час? какой? В 10 в день? А, в день 10 Да. песо, ничего себе. Там вообще ужас был. И работали мы с 8 до 10 без выходных. Жесть. Полчаса еды. у Так нас из России обед. почему поехали? Там хуже было? Работа? А тогда Чечня была. А, У нас уже сын уже к этому возрасту как-то не очень хотел. тоже забрать могли, да? Ну туда? да, как-то не очень это всё. История цикличная, короче. Да, очень. Да, все повторяется. Очень много тогда уехало из-за Чечни. Ну и тоже там же было у нас, но я не знаю, как где там, просто мы жили в Сибири, у нас было сложно. У нас зарплаты были мизерные. Думали, ну поедем, тут будут, нам лучше будет. В общем, 10 лет мучений было. Нам помог аргентинец. Он был у президента личным переводчиком. Сейчас он на данный момент преподает в Оксфорде. Он нас взял к себе, потому что нам нечего было платить, нам на улицу можно было. Вот устроил нас, у меня мужа инкаргадой, как уборщиком-то в доме вот этот вот. Там дается бесплатное жилье, и мы 7 лет прожили, можно сказать, в лифтовой шахте.
Это был старый лифт, который разобранный, и нам его дали под жилье. Мы 7 лет там жили. И потихоньку начали подниматься. Сейчас все хорошо. Сейчас, да. Но надо было пройти, на это все ушло где-то 10 лет. А сейчас вот неизвестно, чем тут. Такое ощущение, что у нас опять то же самое повторяется, вот как тогда было. Кризис тот же самый, потом у нас была Каролина, как бы дефолт, у кого деньги, ну, на банке деньги, у нас в банке деньги пропали. Нас закрыли их на 4 года, нам не выдавали, а потом нам пересчитали их песо. То есть и потом все-таки пересчитали как Через бы. 4 года, Через- и за место 20 ты получил уже не 20, а 8. И уже не долларами, а песами. Помните тот страшный дефолт 98 года в России? В Аргентине было уже порядка 9 дефолтов за последние 97 лет. Один из самых крупных в 2001-м. Треть населения оказалась за чертой бедности. Тогда начались массовые беспорядки, и дошло до того, что люди окружили Розовый дом и заставили эвакуироваться тогдашнего президента Аргентины. Но подробнее о причинах падения экономики Аргентины уже рассказывал во второй серии влога. Многие тогда поуехали. В 2001 была программа, у нас русская программа, такая Россия давала бесплатные билеты Назад, да? назад. Очень много русскоязычных уехало. Ну, правда, надо было в сторону Владивостока, по-моему, ехать. Много кто сломался, многие поуехали. Многие, кто получили гражданство. Еще можно было тогда уехать в Канаду, потом обратно возвращались. Говорит, там такой холод, и там тоже не так все сладко, не так, что все Нигде хорошо. не сладко, да. на самом-то деле. Кто-то в Испанию у нас, кто получил гражданство, в Испанию ехал, кто Везде есть свои плюсы и да, минусы. везде. И в результате кто-то возвращается сюда, кто-то обратно, кто как. Многие приходят такие потерянные, поговоришь нормально, все хорошо, смотришь уже. Не всё хватает нормально. разговора Да, своего общения русского, не да? хватает, да? Я говорю, приходите, лавочка есть, посидите. Семечки и все, пошли. Париж, Армениус. Армянская еда. Сейчас находимся в районе Вилла Креспо и нашли армянскую забегаловку, я не знаю, как это назвать, но кафе-ресторан не похоже больше на забегаловку. Но люди довольно приветливые, как и, собственно, сами армяне, хотя здесь вроде бы не армяне работают. Вот, и здесь есть кебаб, шавермы разные, причем даже с говядиной, с курицей на выбор, ну и вообще очень много разной еды нашей национальности, такой как оливье, там, долма, соленые огурчики и так далее. Короче, рекомендуем посетить. Довольно прикольная атмосфера. Tenés shawarma de pollo, carne, cerdo y mixto. Чаварма? Shawarma. Чаварма. У них шаверма произносится как чаварма. Сервеса с Армения. Киликия лагерь какой-то. Кто знает, что такое армянское пиво, киликия, то напишите в комментариях, какое оно на вкус. Я боюсь пока пробовать. Dos barras, para mí con pollo, para él con carne. ¿Gigante o lavash o Lavash. Ладно, говорили, попробуем армянское пиво. Ни разу в жизни не пробовал. Ну что, как в старые добрые времена. По шаверме. И пиваси. На самом деле ничего плохого в шаверме нету. Мои клиенты худеют даже на шаверме. Правда, берут на тарелке без картошки и без хлеба. Лаваша и хлеба. Поэтому можно кушать шаверму в таком виде. Это всего лишь мясо, белок, да, и овощи. А соус, он, как правило, кефирный, сметанный. Ну, то есть все, что можно, в принципе, на моей диете. Кушайте шаверму и худейте. Записывайтесь ко мне на онлайн-тренировки. Мои клиенты получают 100% результат. Помимо программы тренировок вы получите еще программу питания, разбор анализов и подбор БАДов. А если вы тоже живете в Буэнос-Айресе, то мы можем договориться о тренировках в Палермо. Даже здесь, в этом зале. Это Джонни. Это Джонни. Где Джонни? В армянском кафе Вот. в Аргентине. Нет, песня. Вот как раз привет, братьям русским. Привет. Ջունը կտղա սարերում վրա իսկ աղան պապան Мы пришли в пиццерию. Это магазин морепродуктов. Мы все еще находимся в поисках селедки для селедки под шубой на Новый год. В русском магазине нам пообещали отложить рыбу, скумбрию, вот, но ее быстро разобрали, нам почему-то не отложили, мы в итоге остались без рыбы. Вот, и я поискала на испанском, как будет селедка, нашла, что есть местное подобие селедки. Это ланча маринада, маринованная. Нашла магазин, где это продается. Это ланча. Что, друзья, 30 декабря, готовимся к Новому году.
Как видите, в магазине довольно много людей. Здесь все-таки продается икра, смотрите, черная даже есть и красная. 40 500 стоит 92 грамма красной икры, это 4500 рублей. Не пугайтесь, в русском чате мы нашли нашего, который сам ловит рыбу и делает икру. Мы тогда заказали за эту же цену не 92 грамма, а почти 600. Правда, в этом году это уже всего 300. А в магазине вообще спрашивать страшно. Инфляция, цены постоянно растут. Нету. Короче, друзья, нас снова кинули. Мы заранее позвонили в магазин, спросили, есть ли такое, типа селедки, короче, соленая рыба какая-то. Сказали, что есть, мы пришли, и в итоге нифига нету, либо ее разобрали. В русском магазине нас кинули, здесь кинули, везде кинули. Мы обзвонили много еще пескадарей, нигде больше этой рыбы нету. Поэтому, вероятнее всего, мы просто сделаем не селедку под шубой, а селмон копченый под шубой. Соответственно, и без картошки, как всегда. Посмотрим, что получится. Копченый лосось, будем делать шубу с копченым лососем. Блин, нахрена им селедка? Напишите в комментариях, зачем она вам нужна. Вы действительно едите селедку в Новый год? Я переводила, это называется селедка аренке. Но я так понимаю, у них нет ее здесь как бы местной, и у них местная лача. Это тоже рыба из семейства сельдевых. Ну, короче, селедка по-аргентински. Напишите в комментариях, уважаемые аргентинцы, зачем вам лачо маринада? Вы тоже делаете селедку под шубой? Или вообще есть, может быть, какой-то интересный вкусный рецепт с этой рыбой? Тогда напишите, мы тоже попробуем. Сейчас идем за вареной колбасой. Вареной колбасы здесь такой как бы докторской, как для оливье, тоже нету. Сказали, что есть подобная вареная колбаса в Кото в супермаркете. Да, можно оливье сделать с курицей или с ветчиной, но мы хотим классический рецепт, тем более мы делаем тоже без картошки. Кстати, секретный рецепт, как это сделать, чтобы была крахмалистая структура и оливье был вкусный и неотличимый от того, который делается с картошкой. Как тебе это количество людей? Red Label стоил 20 тысяч, сейчас 32. Бондюэль привозной, да, поэтому стоит 500 рублей за одну банку, 5000 песо. Вообще жесть. Но зато вот это стоит всего 40 рублей за горошек, так как это не бондюэль. Да, разница от местных производителей, от бондюэль, от привозных в 10 раз цена отличается. В русском чате писали, что этот горошек похож на бондюэльский. Возьмем попробовать. Интересно, что это Кота, но производство Франции. Может быть, поэтому он хороший. Вот такая колбаса. В чате писали, что она похожа на нашу докторскую. Так как нет особо других вариантов, возьмем, попробуем. Колбаска вареная 220 рублей, 100 грамм. Ну, как бы прилично. Смотрим, елочки какие-нибудь поставить. Вот эта вот елка искусственная, светящаяся, стоит 32 тысячи рублей. 320 тысяч песо, прикиньте, это просто жесть. А вот такие вот по 3200. Вот, настолько надо мелко порубить яйца, желток, чтобы это дало крахмалистую структуру и ощущение картошки в салате оливье. Остальная нарезка по другим овощам, в принципе, ну такая средняя, не сказать, чтобы она крупная, вот примерно так. И будет очень вкусный салат оливье, руссо-салаты. Все по-разному делают. Мы добавляем колбасу, мы готовим с колбасой, соленый огурец добавляем, свежий огурец, морковку, яйца и майонез, соль, перец. Это еще со времен Russian Bunny, когда мы работали в Америке. В России мы майонез брали без крахмала, здесь, ну, какой нашли. Кто у тебя там? Добрыня. Ну, как бы скромненько, но пойдет. Оливьешечка без картошки. Селедка под шубой, точнее, семга под шубой без картошки. Говядина с, в общем, ягодами, фруктами, грушей, голубой плесенью. Ну и корочка, понятное дело. Немножечко шампусика, но экстра брют. Смотрите, под кето подходит. Экстра брют, без сахара. Только сухое. Я не пью, если что. Это кола без сахара. Эй, ты, Сельма, поцелуйник. С Новым годом, Сельма, с Новым годом. Ну, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Грязная, немытая, с ребенком, вся в молоке. С Новым годом! На самом деле только 7 часов вечера, то есть мы сегодня Новый год празднуем в 2 часа дня по Норильску, в 6 по Москве, по Питеру и в 7 по Калининграду, откуда у меня родственники, моя родня и откуда я родом. И в 12 по Буэнос-Айресу сейчас будем праздновать, поэтому мы сегодня с 2 часов дня просто празднуем.
На часах 11:30 ночи, 31 декабря. Собственно, вот так выглядит Новый год в Буэнос-Айресе в Аргентине. Здесь я не слышу особо никаких фейерверков. Снега, как видите, тоже нету. Елки тоже не самый частый атрибут. Даже ресторан некоторые открыты, смотри. Фелисаньос. Вот так выглядит прогулка 31 декабря в 11:30 ночи в Буэнос-Айресе. Как и в России, гулять 31 декабря здесь есть одна проблема, но в России это обычно потому, что холодно, а здесь проблема в комарах. Их очень много, и они просто сжирают себя. Ку-ку, ёпта! Наконец-то я вкушу вкус мальбека в Аргентине. Я сцедила молоко. Я выпью небольшой бокал вина. И следующее кормление уже алкоголь выведется из крови. Ну и у меня плюс есть сцеженное молоко, которым я покормлю. Поэтому бокальчик в Новый год можно. Вот я еще ни разу здесь не пила. Пахнет табаком и ванилью. Вот так выглядит улица 1 января в 11 утра в Буэнос-Айресе. Не похоже на традиционное 1 января в России. Люди бегают, катаются на велосипеде. В общем-то, конечно, немноголюдно, но люди спортом занимаются. Сегодня 29 градусов тепла. Ну и мы, чтобы не отставать от местных, тоже будем поддерживать себя в форме уже с 1 января. Новый год все-таки. Капец, 1 января. Не все закрыто в Буэнос-Айресе. Даже вон кафешки работают и овощные магазины. Фу, хорошая получилась пробежка. Сейчас отдохнем. Оливьешечкой, но без картошки, естественно, закинемся. Ну и еще пойдем на тренировку. Залы сегодня работают с 6 часов вечера. Посмотрите, сколько людей вечером 1 января в Буэнос-Айресе в зале. На самом деле вчера, 31-го, здесь тоже было много народу. В канун Рождества 24-го и в само Рождество 25 декабря вечером зал был открыт. И тоже люди тренировались. Ну а я только что закончил свою тренировку ног. И больше того, тренировал своего первого клиента в этом году. И у него тоже были ноги. И самое забавное, посмотрите, что он мне прислал сегодня утром, 1 января, я напомню. Это свой завтрак, состоящий из яиц. И вопрос, будет ли тренировка. Поэтому желаю вам всем заниматься спортом в новом году, не пропускать день ног, ну и всего вам самого хорошего.